Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. И начнем сегодняшний выпуск с Камчатки. У берегов Камчатки в ночь на 19 декабря произошло мощное землетрясение, вызвавшее сильные колебания почвы в населенных пунктах региона. Эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Тихого океана примерно в 72-78 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда подземных толчков достигала 6,6, в то время как международные системы мониторинга оценили магнитуду в 5,9. Очаг залегал на глубине около 40-66 километров под морским дном. В Краевом центре и Елизовском районе жители ощутили толчки интенсивностью до 5-6 баллов. В квартирах раскачивались люстры, гремела посуда, многие люди проснулись от сильного гула. Оперативные группы МЧС провели обследование зданий на предмет трещин и разрушений. По предварительной информации, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, угроза цунами не объявлялась. Сейсмологи отмечают, что за основным ударом последовала серия авторшоков. Данное событие стало очередным в череде сильных землетрясений, зафиксированных на Камчатке в этом году. В Иркутской области сложилась критическая ситуация на дорогах из-за обрушившегося на регион сильного снегопада и метели. Непогода привела к значительному осложнению дорожной обстановки, многочисленным дорожно-транспортным происшествиям и ограничению движения транспорта. По данным регионального управления ГИБДД, особенно сложная обстановка наблюдается на федеральной трассе Р-258 «Байкал» и Култукском тракте. Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения крупных заторов введено временное ограничение на проезд пассажирского транспорта и большегрузных автомобилей на участке с 45 по 100 километр Култукского тракта. Водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок в данном направлении. На трассах региона работают усиленные патрули дорожно-патрульной службы, которые оказывают помощь участникам движения и регулируют поток транспорта. Спецтехника дорожных служб занимается расчисткой снежных заносов и обработкой проезжей части противогололедными материалами. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к максимальной бдительности, соблюдению дистанции и скоростного режима, соответствующего погодным условиям. В штате Северная Каролина 18 декабря произошла крупная авиакатастрофа, в которой погиб легендарный гонщик NASCAR Грег Бифл, его семья и друзья. Частный самолет бизнес-класса Cessna 550 Citation II потерпел крушение при попытке экстренной посадки в региональном аэропорту Стейтсвилл, расположенном примерно в 70 километрах от Шарлотта. По данным Федерального управления гражданской авиации и сервисов отслеживания полетов, самолет вылетел в сторону Флориды в 10 часов 6 минут по местному времени. Однако уже через несколько минут пилот сообщил о технических проблемах, предположительно неисправности двигателя, и попытался вернуться на аэродром. При заходе на посадку в условиях низкой облачности и моросящего дождя воздушное судно рухнуло в конце взлетно-посадочной полосы и мгновенно было охвачено пожаром. Жертвами трагедии стали 7 человек, находившихся на борту: сам 55-летний Грег Бифл, его супруга Кристина, их 5-летний сын Райдер и 14-летняя дочь Эмма. Также погибли еще 3 пассажира, идентифицированные как Деннис Даттон, его сын Джек и друг семьи Крейг Уотсворт. На месте крушения работают многочисленные расчеты пожарной службы и спасатели. Из-за интенсивности огня шансов на спасение у находившихся внутри не было.
Грег Бифл был широко известен не только своими спортивными достижениями, 19 победами в высшем дивизионе NASCAR и чемпионскими титулами в младших сериях, но и активной благотворительной деятельностью, в том числе личной помощью пострадавшим от урагана Хелен. Расследованием причин катастрофы занимается Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиацией. В округе Равале в штате Монтана 17 декабря разыгрался сильный шторм, наиболее серьезно затронувший город Гамильтон и его окрестности. Стихия сопровождалась порывами ветра от 80 до 100 км в час, местами до 145 в горных районах, и привела к массовому падению деревьев. Обрушились в том числе гигантские желтые сосны на жилые дома, автомобили, линии электропередачи. В самом Гамильтоне зафиксированы повреждения правительственных зданий, а в соседнем Корвалисе была повреждена крыша школьного здания. Из-за разгула стихии более 2500 потребителей в районе Гамильтона остались без электричества, что заставило власти объявить чрезвычайное положение и закрыть местные школы. Шериф округа Равалли выпустил экстренное предупреждение, призывая жителей воздержаться от поездок, так как поваленные стволы перекрыли ключевые автомагистрали. Ситуация осложнилась последующим резким похолоданием и переходом дождя в снег, что на фоне сильного ветра создало условия для экстремальной гололедицы на дорогах региона. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В Белгородской области 17 декабря в селе Драгунское произошел мощный взрыв бытового газа в частном жилом доме, в результате которого здание было полностью разрушено. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как одноэтажное строение буквально разлетается на части, после чего поднимаются клубы огня и дыма. В момент происшествия внутри находилась 20-летняя девушка. Она выжила, но получила серьезные ожоги и была оперативно госпитализирована. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа или взрыв газового баллона. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Региональная прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств случившегося. — 17 декабря на регион Lower Mainland в канадской провинции Британская Колумбия обрушился мощный шторм, сопровождавшийся интенсивными осадками. По данным энергетической компании British Columbia Hydro, стихия привела к масштабным отключениям электричества. На пике непогоды без света остались около 120 тысяч клиентов, что в общей сложности составило примерно 300 тысяч жителей. Порывы ветра достигали скорости 80-100 км в час. В частности, в Хоупе и на Пойнте Эткинсон в западном Ванкувере были зафиксированы значения свыше 102 км в час. Основной причиной аварий на сетях стали массовые падения деревьев и крупных ветвей на линии электропередачи. Наиболее серьезно пострадали города Суррей, Ванкувер, Порт Кокуитлам и Бернаби, где количество обесточенных домов в каждом превышало 10 тысяч. Из-за отсутствия энергии в Суррее и Абботсфорде закрыли несколько школ. Энергетики мобилизовали более 500 сотрудников для круглосуточных восстановительных работ, и уже к следующему дню подача электричества большинству потребителей была возобновлена, однако специалисты продолжают устранять локальные разрушения инфраструктуры. Синоптики отмечают, что данный шторм стал уже третьим крупным погодным происшествием за неделю, подчеркивая общую тенденцию к усилению разрушительности климатических явлений в регионе. Объединенные Арабские Эмираты оказались во власти мощного средиземноморского циклона, принесшего в регион экстремальные погодные условия. У побережья Эмирата Рас-эль-Хайма очевидцы зафиксировали редкое природное явление – образование сразу нескольких водяных смерчей, которые в виде гигантских воронкообразных столбов соединили грозовые облака с поверхностью неспокойного моря.
Национальный центр метеорологии отметил, что они сформировались на фоне интенсивного выпадения крупного града и проливных дождей в регионе. В это же время столица страны, Абу-Даби, столкнулась с сильной ночной грозой и шквалистым ветром, порывы которого достигали 60-65 км в час. Разгул стихии привел к подтоплению отдельных городских кварталов, снижению видимости из-за поднятого в воздух песка и пыли, а также к отмене массовых мероприятий и временному закрытию парка Global Village и других туристических локаций под открытым небом. Власти рекомендовали жителям прибрежных и предгорных районов не покидать дома без крайней необходимости. Государственные учреждения в ряде эмиратов перевели сотрудников на дистанционный режим работы. Нестабильная погодная ситуация с ливнями и грозами, по прогнозам метеорологов, сохранится в Объединенных Арабских Эмиратах до конца текущей недели. В это же время в приграничном районе Саудовской Аравии, вблизи границы с Объединенными Арабскими Эмиратами, наблюдался ураганный ветер, который стал причиной серьезного дорожного инцидента. Сильный порыв опрокинул крупнотоннажный грузовой автомобиль на бок. Происшествие зафиксировано на фоне действия мощного средиземноморского циклона, который принес на Аравийский полуостров аномальные погодные условия. Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии ранее ввел высший уровень опасности в ряде регионов из-за порывов ветра, превышавших 80-100 км в час. Ситуация на дорогах вблизи пограничного перехода Батха остается сложной из-за низкой видимости и продолжающегося штормового ветра, который уже нанес ущерб придорожной инфраструктуре и рекламным конструкциям. Власти призывают водителей больше грузов воздержаться от поездок через открытые пустынные участки до стабилизации метеоусловий, ожидаемой к концу текущей недели. На иранском острове Кешм в провинции Хормазган 18 декабря произошел прорыв земляной плотины Толу, спровоцировав внезапное наводнение. Инцидент стал следствием аномально сильных ливней, обрушившихся на южные регионы Ирана в середине декабря. После разрушения дамбы потоки воды и грязи хлынули на городские улицы, затапливая жилые дома, торговые объекты и припаркованные автомобили. Местные власти сообщают о значительном материальном ущербе. В ряде районов уровень воды поднялся настолько, что жителям пришлось эвакуироваться на крыши зданий. Ситуация осложняется продолжающимся смещением грунта и риском обрушения соседних временных гидротехнических сооружений. Полиция и подразделения Красного полумесяца Ирана ведут спасательные работы, эвакуируя людей из наиболее пострадавших зон. На данный момент все экстренные службы Кешма пытаются локализовать последствия прорыва и восстановить работу поврежденной инфраструктуры. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая на территории международного горнолыжного курорта Цикэ-Пулин, расположенного в окрестностях деревни Хэму, уезда Бурчун, произошел трагический инцидент. После 3 дней непрекращающихся обильных снегопадов, вызвавших крайнюю нестабильность снежного покрова, сошла мощная лавина. Снежная масса накрыла лыжника, который в этот момент находился за пределами трассы для катания. На место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями уезда Бурчун, которым удалось извлечь пострадавшего из-под толщи снега, однако прибывшие медики констатировали его смерть. Курорт Цикэ-Пулин, известный своими крутыми склонами и большим количеством снега, считается одним из самых популярных мест для фрирайдов Китая. Однако сильные метели в середине декабря привели к резкому росту лавинной опасности в регионе. Местные власти и администрация курорта в очередной раз призвали туристов строго соблюдать правила безопасности и не выходить за пределы подготовленных и маркированных трасс, особенно в периоды экстремальных погодных явлений.
В индонезийской провинции Папуа мощный селевой поток, спровоцированный затяжными тропическими ливнями, серьезно повредил дорожную инфраструктуру. По данным местных экстренных служб, основные разрушения зафиксированы на участках дорог в городе Джаяпура и прилегающих горных районах, где потоки грязи, камней и поваленных деревьев заблокировали движение по кольцевой трассе и ряду альтернативных маршрутов. Стихийное бедствие стало частью масштабного погодного кризиса, охватившего Юго-Восточную Азию на фоне активизации муссонов и разрушительных циклонов. Размытие дорожного полотна в Папуа привело к изоляции нескольких отдаленных общин, затрудняя доставку гуманитарной помощи и проезд спасательной техники. Ситуация в регионе остается нестабильной из-за высокого риска новых оползней, вызванных переувлажнением почвы, в связи с чем власти призывают жителей воздержаться от поездок по горным серпантинам до полной очистки трасс и укрепления склонов. В Западной Яве после затяжных проливных дождей произошло масштабное обрушение ключевой дороги Киара-Дуа-Багбаган в округе Сукабуми. Инцидент случился в районе деревни Сикапанг, где в результате оползня и сильного смещения грунта дорожное полотно буквально провалилось. Земля в месте инцидента покрылась глубокими трещинами, которые продолжают расширяться. Сложившаяся ситуация привела к полной блокировке транспортного сообщения с популярным туристическим и портовым городом Палабухан-Рату. Полиция и дорожные службы оперативно перекрыли опасный участок, поскольку земля остается крайне неустойчивой, а непрекращающиеся осадки создают угрозу дальнейших оползней. Местные власти направили на место тяжелую технику для расчистки завалов и ремонта обрушившегося участка дороги, однако восстановительные работы осложнены риском новых обвалов. Ситуация в Сукабуме остается критической. Из-за наводнений и оползней в этом сезоне в округе уже пострадали сотни жилых домов и инфраструктурных объектов. Жителям рекомендовано использовать альтернативные пути через Чикиданг или искать объездные маршруты, пока дорога остается закрытой для всех видов транспорта. Пользователи по всему миру вспоминают самое известное видео последних лет с тапанульским орангутангом, который пытался остановить бульдозер, уничтожавший лес в Индонезии, место обитания его и сородичей. Спустя 3 недели после последней фиксации все больше экспертов предполагают, что данный вид практически вымер и надеются найти хотя бы несколько особей. Опасения по поводу самых редких приматов в мире растут после разрушительных оползней и наводнений в Северной Суматре. В лесах Батанг-Тору, где обычно можно было увидеть и услышать тапанульских орангутангов, группы по охране природы сообщают, что лес затих после циклона Синьяр, прошедшего 25 ноября. С тех пор этих, находящихся под угрозой исчезновения приматов, больше не видели, и это является серьезным поводом для беспокойства по поводу их выживания. Тапанольские орангутанги отличаются от других орангутангов более вьющимися волосами, меньшей головой и более плоским лицом. У них заметные усы и плоские нащечные наросты, которые у доминантных самцов покрыты пушистой шерстью. Всего популяция тапанульских орангутангов насчитывала на момент последних подсчетов менее 800 особей. В Пермском крае местные жители стали свидетелями завораживающего атмосферного явления – ярчайших световых столбов. Очевидцами наиболее эффектного зрелища стали жители села Троица, где ночное небо пронзили десятки сияющих колонн, напоминающих мощные прожекторы. Подобные оптические эффекты 17 и 18 декабря также фиксировались в Удмуртии, Свердловской и Тюменской областях на фоне резкого похолодания, местами достигавшего минус 32 градусов Цельсия. Световые столбы представляют собой разновидность гало, возникающее в морозном воздухе, когда свет от наземных источников, уличных фонарей или окон отражается от плоских ледяных кристаллов, парящих в нижних слоях атмосферы. Данное явление напрямую зависит от высокой влажности и отрицательных температур, характерных для текущего арктического вторжения в регион. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.